А вы знали, что есть ощущения, которые в 10 раз интенсивнее обычного женского оргазма? Глянцевые журналы постоянно твердят нам, традиционная близость– это вершина удовольствия. Но есть статистика, которая рушит это утверждение. Около 70% женщин на всей планете никогда не испытывали вагинального оргазма. И скольким женщинам приходится имитировать его, чтобы не обидеть партнера, по разным опросам имитируют около половины. В этом видео вы узнаете, почему йони-массаж способен дать то, чего не может дать обычный классический акт. Как это происходит и какова физиология процесса. Этот ролик можно смотреть не только женщинам, но и мужчинам, которые хотят наконец-то услышать свою партнершу по-настоящему. Я Александр, йони-массажист более с чем 3-летним опытом, и на моих сеансах тело женщины раскрывается так, как не раскрывались после многих лет регулярной близости. Почему традиционный секс – это ловушка? Итак, средняя продолжительность полового акта по данным исследований от 3 до 7 минут активного фрикционного движения. За это время мужской мозг успевает разогнаться, получить разрядку и отправляется в душ. А женскому организму нужно не менее 15 минут, чтобы достичь глубокого возбуждения. Это не блажь, это физиология. 95% гетеросексуальных мужчин обычно испытывают оргазм во время полового акта, в то время как среди гетеросексуальных женщин эта цифра составляет лишь 65%. Эта вся интимность превратилась в гонку за финишем, где финиш – это мужская эякуляция. И когда этот финиш достигнут, дальше хуже. В обычном сексе стимулируется в основном передняя стенка влагалища. Ну и, возможно, головка клитора. Ну, если, конечно, партнер помнит о ней или, в принципе, знает, где она находится. Но тазовая зона – это сложнейшая сеть. Большие и малые половые губы, шейка матки, точки G, У, А, П, К, задний проход – почти все это богатство в 95% контактов просто простаивает. Мужчина старается, женщина старается, а удовольствие получает лишь малая часть нервных окончаний. И самая грустная ловушка эмоциональная. Чтобы возбудиться, женщине нужна глубочайшая безопасность. Что она может быть собой, может не думать о том, как выглядит, о своей фигуре, может отпустить контроль, издавать любые звуки, и на нее не будут смотреть как на ненормальную, смеяться или как-то за это осуждать. Но в реальности в интиме ты почти всегда немного на сцене. Только на этой сцене оргазм не проживают, а его изображают. Опасности механической близости. Чем опасна эта гонка? Кроме разочарования, она оставляет следы на теле в прямом смысле. С точки зрения нейробиологии, негативный сексуальный опыт – это микротравма. Ложная боль, сухость, спазмы, чувство использованности. Тело запоминает все это хорошо и формирует блоки. Слой за слоем мы теряем чувствительность, усиливаем контроль и зажимаем таз. Хронический стресс – одна из ведущих причин гипертонуса мышц тазового дна. Каждый раз, когда вы занимаетесь механическим сексом, вы укрепляете этот панцирь. И каждый раз, когда мужчина имитирует доминирование, не чувствуя свою партнершу, он отрезает себя от настоящей близости. Но есть альтернатива. Йони-массаж начинается там, где секс обычно заканчивается. Как работает йони-массаж? Здесь нет цели довести до оргазма так, как вы привыкли. Мы не мастурбируем женщину руками, не выдрачиваем из нее оргазм и не выбиваем сквир. Мы ведем диалог с ее телом, чтобы убрать напряжение, контроль и застой крови. Это не эротика, и никакого полового акта или орального контакта эта практика не предусматривает. Здесь задача создать пространство безопасности и абсолютного принятия. Все начинается с дыхания, сонастройки, проработки тела и зажимов. Когда тело становится мягким и привыкло к рукам массажиста, кровь хорошо у нас циркулирует по всему телу, зажатость и триггерные точки пройдены, идет переход к касаниям. И сначала только ко внешним. Вульва – это вселенная нервных окончаний, которая способна давать оргазмы и без всякого проникновения. Ключевая развилка в том, что секс центробежный. Он требует от женщины возбуждения здесь и сейчас. Часто механического. А это стресс. Йони-массаж, он центростремительный. Мы идем от периферии к центру. Это не активные толчки, а микродвижения, проработка интимных зон, снятие зажимов, которые годами хранят непрожитые обиды. Я часто говорю женщинам перед сеансом: будь собой. Все, что происходит, делается только для тебя. Мы не идем к какому-то результату, и не нужно его ожидать. Просто чувствуй, и все. И когда она понимает, что она никому ничего не должна, что ее не оценивают как модель, фокус только на ней,
Тело выдыхает и раскрывается по-настоящему. В традиционном сексе возбуждение строится на такой дофаминовой петле. Стимуляция, нарастание, напряжение, взрыв, спад. Это американские горки. После яркого, но короткого пика наступает рефрактерный период, часто с гиперчувствительностью, когда продолжать уже больно. В йони-массаже мы стремимся не совсем к этому. Мы идем по краю. Касания должны быть настолько мягкие, чтобы нервная система не перегружалась. Вместо дофаминового шторма запускается каскад окситоцина, гормона доверия и связи. Оргазм приходит не как резкий спазм, а как длинная перекатывающаяся волна. Многие женщины описывают ее как будто растворяюсь, меня накрывает мягким теплом, потом откатывает и снова накрывает, будто до бесконечности. Это не поэзия, это физиология. Миофасциальный релиз в области таза значительно уменьшает боль в триггерных точках и улучшает функцию мышц тазового дна. Когда мы убираем гипертонус, налаживаем кровоток, тело просыпается. У меня были женщины сеанса, которые годами считали себя фригидными, а после снятия зажимов испытывали первый вагинальный оргазм. Другой секрет — объемная стимуляция. В отличие от линейного воздействия при половом акте, пальцы позволяют обойти все необходимые наружные и внутренние зоны половых органов женщины. Мозг, не отвлекаясь на ритм партнера и его состояние, уходит в состояние, близкое к трансу. Исследования показывают, что массаж значительно повышает уровень окситоцина и одновременно снижает гормон стресса. Более того, при длительном нежном воздействии мозг переходит на тета-волны, состояние глубочайшего расслабления без усилий. И в этом состоянии включается оргазмический потенциал женщины. Избавление от подавленных эмоций. Женская матка и тазовое дно – это хранилище подавленных эмоций. Хроническое напряжение этих мышц напрямую связано с непрожитым стрессом, страхом и обидой. Вспомните, как в момент испуга все сжимается внутри. Если страх был в детстве или в прошлых отношениях, этот зажим остается на годы. При обычном сексе возбуждение маскирует его, а потом все возвращается. В йони-массаже, когда тело полностью расслабляется и доверяет рукам, эти зажимы начинают таять. Вместе с мышечным отпусканием выходят эмоции. Это называют соматическим освобождением. Я видел много раз, как сильные, успешные женщины вдруг начинали плакать. И не от боли, а от облегчения. Выходят старые обиды на бывшего, который критиковал ее тело, на маму, которая стыдила за сексуальность, на саму себя за годы притворства. После такого сеанса женщина говорит: «Я впервые почувствовала себя живой». Это не просто кайф, это терапия. Секс такого пространства не дает, потому что в сексе двое, и у каждого свои желания, свое эго. А здесь только она и ее право быть собой. Что происходит с парой после йони-массажа? Когда женщина возвращается домой после такого опыта, она приносит с собой не просто расслабление. Она приносит знания своего тела. Она начинает понимать, какие прикосновения ей по-настоящему приятны, а какие она терпела ради мужского эго. И говорит партнеру: давай попробуем иначе. И тут сценарий развивается двояко. Первый, мужчина пугается. Ему кажется, что он потерял контроль, что какой-то там массажист дал его женщине то, чего он сам дать не смог. Включается ревность, обесценивание. Это все развод, тебе просто нормального мужика не хватало, так и скажи. И тогда пара либо расстается, либо закапывает полученный опыт обратно в стыд. Второй вариант. Мужчина проявляет мудрость. Он слушает, задает вопросы, просит показать, как ей нравится. Он откладывает свое желание хотя бы на время и просто изучает женщину без ожидания награды. Секс перестает быть механической привычкой. В прелюдию внедряются элементы того, что делал мастер. Долгие безоценочные ласки, дыхание вместе, контакт глаза в глаза. И качество близости взлетает в разы. Как пример, мой сеанс начинается с раздевания. И одна женщина, которая приходила ко мне со своим мужем на сеанс, сказала, что он теперь не пускает ее в кровать, пока сам не разденет. И это здорово. Женщины наконец-то получают больше внимания, прелюдию и испытывают оргазмы с партнером. А он, в свою очередь, получает удовольствие от ее истинной реакции. Мужчина перестает быть секс-машиной. Он становится свидетелем ее освобождения. И это превращает его в настоящего чуткого любовника. Поэтому, если ты женщина и задумалась о таком опыте, не бойся обсудить это с мужчиной. Или просто покажи ему это видео. Если ты мужчина, предложи своей женщине это как подарок, как заботу о ее здоровье, а не как замену тебя.
Это не конкуренция, а повышение квалификации вашей любви. Либо, что еще лучше, сам обучись этой практике. Ничего такого сверхъестественно сложного там нет. Поверь, 80% работы любого мастера компенсируется тем, что массаж ей делает ее любимый человек. Только посмотри сначала, какие виды йони-массажа существуют, чтобы подобрать то, что подойдет именно вам. Йони-массаж должен быть не вместо секса, а вместе с ним. Он дополняет его, возвращая женщине целостность. И если вы добавите эту практику себе в качестве прелюдии, ваш интим заиграет совершенно другими красками. Ставьте лайк, если видео было полезным. Всем спасибо и пока.